Всем привет! На сегодняшний день рынок беспроводных полноразмерных наушников весьма обширен, и большинство производителей уделяют особое внимание именно этому сегменту, практически позабыв о нише накладных. Причем реально годных моделей здесь представлено очень и очень мало. Не так давно я озадачился поиском таких наушников для своего сына и самолично убедился в данной, можно сказать, проблеме. Накладных наушников на рынке можно по пальцам пересчитать. Тем не менее, в процессе поиска я с радостью обнаружил весьма занятную и при этом не очень дорогую модель. В начале 2024 года компания Anker выпустила на рынок свою интерпретацию таких наушников, модель под названием Soundcore H30i, которую я в итоге и заказал. И вот в сегодняшнем моем обзоре речь и пойдет про данные наушники. Они уже месяц как приехали из Китая и настолько мне понравились, что я в итоге решил прикупить такие и себе. Начну с того, что собрано устройство качественно, материалы приятные, детали подогнаны хорошо, ничего нигде не скрипит и не шатается, разумеется, в рамках конструктивных особенностей. Поворотно-складной механизм хоть и выполнен из пластика, но по ощущениям работает очень даже надежно. В вертикальной и горизонтальной плоскостях чаша имеет возможность поворота на угол в 90 градусов, что для накладной посадки очень даже важный момент. Ведь для получения максимально правильного звучания необходимо, чтобы наушники хорошо прилегали к голове. И вот для обеспечения последнего в оголовье устройства также предусмотрена раздвижная конструкция, что позволяет увеличить его длину на 30 мм с каждой из сторон. Лично на свою взрослую голову я меняю размер на плюс 5-10 мм, поэтому вполне допускаю, что не для каждого ребенка наушники будут впору даже в максимально сложенном виде. Если же говорить о посадке в целом, то в моем случае носить эти наушники на протяжении долгого времени никакого дискомфорта не доставляет. Они легкие, удобные и в отличие от полноразмерных не так туго сдавливают оголовьем. Амбушюры здесь обтянуты приятной эко-кожей и имеют эффект памяти среднего уровня. На изголовье также имеется мягкая вставка, что непременно добавляет плюсов к удобству. В наушнике установлен аккумуляторный блок емкостью 800 мАч, и по заявлению производителя одного заряда должно хватить аж на 70 часов непрерывного использования. Разумеется, как это обычно всегда бывает, все тесты заявлены на лабораторных условиях и скорее всего на 50% громкости. Однако при этом, даже учитывая уровень максимальной громкости, плюс-минус 30-40 часов на одном заряде будет вполне достаточно. К слову сказать, полный цикл зарядки устройства от 0 до 100% занимает порядка 2 часов. При этом здесь имеется поддержка технологии быстрой зарядки. И если подключить наушники на 5 минут в сеть, то это позволит получить до 4 часов дополнительного времени работы. Лично в моем сценарии это как никогда актуально. Дети не очень любят следить за состоянием аккумулятора, а тут 5-минутный перерыв позволит работать наушникам дополнительное время. Ну а на случай, если рядом все-таки не окажется электричества, наушники можно спокойно подключить по комплектному проводу через разъем мини-джек 3,5 мм. Однако при подобном подходе их функции, такие как микрофон и управление мультимедиа, будут недоступны. Это будут просто обычные наушники. Провод здесь хоть и не длинный, но зато стандартный, оба конца идентичны и найти ему замену на случай утери проблем не составит. Помимо AUX кабеля, наушники укомплектованы и небольшим зарядным Type-C кабелем, а вот жесткого чехла или хотя бы мешочка для переноски в коробку класть не стали, так что об этом придется позаботиться самостоятельно. Что же касается непосредственно опции управления, то все элементы для этого дела расположены на правой чаше. Клавиша play-пауза, по совместительству отвечающая за включение и выключение, находится отдельно, рядом с разъемом 3,5 мм. А вот регулировку громкости и переключение треков объединили в качели с плюсом и минусом. Одинарное нажатие отвечает за громкость, нажатие с удержанием за перемотку композиций. Отклик у кнопок хороший, нажатие мягкое. Щелчки механизмов при этом довольно тихие. Ну а теперь давайте расскажу, что здесь у нас по звуку. Его передача осуществляется по аудиокодеку AAC, помимо которого стандартно доступен и SBC. Сам же сигнал по воздуху транслирует модуль Bluetooth версии 5.3. К слову сказать, связь со смартфоном стабильная. Свои 10 метров вдали от источника наушники держат исправно. По крайней мере при передвижении по квартире из комнаты в комнату. На улице я так далеко от смартфона не отходил. Помимо всего прочего, гарнитура работает и с фирменным приложением Soundcore, в котором для данной модели предусмотрены только звуковые эффекты. Да, здесь также можно посмотреть и уровень оставшегося заряда, но он отображается и в разделе Bluetooth подключений, так что для этого в само приложение заходить не обязательно. Изменить настройки кнопок управления в программе нельзя, но по сути на наушниках все очень стандартно, и такой необходимости лично у меня не возникало.
Для данной модели производитель подготовил 22 готовых музыкальных надстройки на любой вкус, а также добавил возможность регулировки звучания посредством восьмиполосного эквалайзера, так что на первое время уж точно будет чем заняться. Тем не менее, в стоковом пресете из коробки уже все очень даже хорошо. Несмотря на накладной формат, звучат наушники очень мощно, особенно по части баса. Новинку оснастили 40-мм динамическими излучателями, которые больше характерны для полноразмерных вариантов. Возможно, благодаря такому решению наушники обеспечивают мощный и энергичный бас, что делает их идеальными для самых популярных жанров музыки. Хип-хоп, электроника или же современный поп звучит из них очень насыщенно и кочево. Плюсом ко всему, для тех, кому иногда хочется быстро прибавить низких частот, производитель предусмотрел переключение в бас-буст пресет прямо с наушников. Если трижды нажать на кнопку плей-паузы, то можно включить усиление баса. При повторном нажатии звук вернется в ту настройку, которую вы установили ранее. Такое решение мне понравилось, лично я им пользовался довольно часто. Как я уже успел озвучить ранее, низкие частоты здесь ярко выражены, но при этом не заглушают середину, обеспечивая прекрасный баланс. Однако, тем, кто предпочитает более сбалансированное звучание, бас может показаться немного подавляющим. Но лично на мой слух наушники создают очень классное настроение, и эти низкочастотные приукрасы ничего не портят, а лишь добавляют больше эмоций. Тем не менее, среднечастотная история здесь вполне себе внятная, вокал и инструменты слышно хорошо. Общая картина осязаема. Несмотря на явную вэшку ВЧХ, на второй план ничего не уходит. Что же до верхушек, то они здесь довольно ясно и четко завершают все вышеизложенное. Они не свистят, не грузят сибилянтами, не пытаются высверливать мозг, а просто звучат гармонично и классно. Настроено все с хорошим запасом, что особенно слышно, когда начинаешь перебирать готовые пресеты. В каждом диапазоне имеется свой задел на кастомизацию, так что если вы для себя не сможете найти что-то из готового, то тут же можно воспользоваться встроенным ручным эквалайзером. Разумеется, данные наушники не могут похвастаться какой-то супер детализацией, но именно для хорошего настроения и атмосферы они обеспечивают динамичное и приятное звучание, и учитывая особенности конструкции, они также хорошо справляются и с максимальной громкостью, которой здесь добавили с приличным запасом. Из дополнительных функциональных особенностей наушники обладают функцией интеллектуального мультиподключения, то есть могут работать с двумя устройствами одновременно. Для подобного формата это как никогда кстати, в особенности при домашнем использовании. Таким образом можно спокойно смотреть что-то на ноутбуке, планшете или телевизоре, получая звук в эту гарнитуру, а если на смартфон поступит входящий звонок, то наушники можно будет использовать для разговора. К сожалению, для мобильных геймеров сюда не добавили специальный игровой режим, но особого дискомфорта при игре в PUBG Mobile, даже при задержке в треть секунды, я не испытывал. Конечно, для профи-игроков такое не подойдет, но сыграть партийку-другую на любительском уровне вполне себе будет достаточно. А вот онлайн-контент в этих наушниках на смартфоне идет хорошо. Фильмы, сериалы и ролики отлично работают. Отставание звука от видео на слух я не заметил. Понятное дело, что благодарить здесь надо еще и сервисы, что также сделали это возможным. Но тем не менее, беспроводной звук в нашей жизни уже стал чем-то более привычным, и это не может не радовать. Ну и заключительным этапом на сегодня будет тест встроенного в наушники микрофона. Сейчас я предлагаю послушать, как он звучит в различных условиях. Что ж, друзья, у нас на очереди автомобильный тест, наушники Anker H30i, это накладные наушнички, про которые сегодня речь идет в обзоре. Собственно, не знаю, кто будет за рулем ездить в таких наушниках, но тем не менее тестирование я решил провести. Это автомобиль, салон закрыт, сейчас я на полном ходу, скорость 80 км в час, я открываю окна с двух сторон. Мне начинает сюда порывами задувать ветер, ну и слушаем, как отрабатывают здесь встроенные микрофоны в эти наушники. Вот таким вот образом вас будет слушать собеседник при вот такой сильной нагрузке ветром, если вы будете с ним разговаривать с помощью данных наушников как в качестве гарнитуры. Итак, друзья, у нас на очереди уличный тест работы микрофонов в наушниках Anker H30i. Вот таким вот образом они звучат на улице. Рядом с ТЦ, здесь есть дорога, машины ездят, локация не сильно прям очень шумная, но при всем при этом есть легенький такой ветерочек, задувает в оба уха, так что можно примерно ощутить, как под такой нагрузкой отрабатывают встроенные здесь микрофоны. Вот сейчас я прям ветерок поймал, поворачиваюсь к нему лицом, дует в лицо, ну и вот примерно как-то так это все работает. В общем, можете оценить качество и написать в комментариях,
Как вам работа местных шумодавов? Ну и заключительный на сегодня тест работы микрофонов для наушников Anker H30i уже, можно сказать, в таких естественных для этих наушников условиях. Это помещение, в частности, в данный момент я нахожусь на кухне, от стен есть легкая реверберация, никакого постороннего сильного шума здесь не происходит, то есть ничего не шумит, ничего мне в уши не задувает. То есть в тихих, спокойных условиях вот как-то так вас будет слышать собеседник, если вы с ним будете разговаривать по телефону с помощью микрофона, встроенного в данные наушники. Ну и подводя сегодня некий итог по данной модели, буду максимально краток. Anker Soundcore H30i оказались очень достойными наушниками, особенно учитывая их цену. Очевидно, что в накладном сегменте сейчас правит JBL, по крайней мере я очень часто вижу людей именно в таких наушниках, так что хороший конкурент по доступной цене сейчас будет очень даже кстати. Звучат наушники отлично, есть хорошие готовые пресеты на звук, плюс уровень громкости не урезан. Сами по себе наушники приятные, легкие, сделаны хорошо и смогут подойти большинству пользователей. Разумеется, лишь в том случае, если вам близок формат накладных. В общем, модель получилась хорошей, можно смело брать. Тем более, что помимо черного цвета, там вроде как есть бордовые и бежевые, так что и по цвету есть из чего выбрать. Ну а на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.